Добро пожаловать на канал «Жизнь женщины». Давайте разберем, какие качества присущи истинной женщине, чем она отличается от других и почему мужчины хотят видеть рядом с собой именно такую, уверенную в себе, гармоничную и женственную натуру. Правило номер один. Настоящая женщина привлекает мужчин своим внутренним состоянием. Внешность, ум, возраст, социальное положение, качество характера – все это, по сути, глубоко вторично. Состояние, привлекающее мужчин – это твое наслаждение собой и своей жизнью. Наслаждаться собой – это непростое искусство, но освоив его, ты становишься сильнейшим магнитом. Правило номер два. Любовь к мужчине начинается с любви к себе. Обычно мы думаем наоборот. Когда кто-то меня полюбит, тогда и я полюблю себя. Но до тех пор, пока у женщины не случится роман с самой собой, каждый мужчина будет для нее всего лишь психотерапевтом, пытающимся излечить ее от неприятия самой себя и страха остаться одной. Истинная, глубокая любовь возникает из состояния наполненности собой. Тогда любовь к мужчине родится в своем высшем проявлении, как дарение себя ему, а не как отчаянная попытка быть кому-то нужной, чтобы ощутить собственную полноценность. Правило номер три. Мужчина любит не саму женщину, а свое состояние рядом с ней. Женщина, которая создает у мужчин особое мужское состояние, всегда будет иметь успех и поклонников. К этому особому состоянию мужчина будет тянуться как к магниту. Настоящая женщина культивирует в себе женственность, чтобы одаривать ею мужчин, любимого, поклонников, друзей, знакомых, просто прохожих. Поэтому настоящая женщина – это вовсе не самая красивая, не самая умная и уж вовсе не самая успешная в социальном плане. Настоящая женщина дарит мужчине не ум, не красоту, не тело, не успехи, а именно состояние. Правило номер 4. Желание любить рождается внутри. Оно, как правило, не имеет никакого отношения к тому, есть ли достойные для этого объекты в окружении настоящей женщины. Когда женщина думает, что не из кого выбирать и что вокруг нее нет мужчин, достойных ее любви, это может говорить только о том, что она пока не готова любить. Она хочет чего-то другого. Она, возможно, боится любить, и те недостойные мужчины, которые есть вокруг, только отражают ее внутреннее состояние. Как только женщина созревает до истинной глубокой любви, вопрос достоин-недостоин перестает иметь первостепенный характер. Правило номер 5. Щедрость женщины на любовь привлекает к ней любовь. Если женщина хочет быть любимой, она должна уметь насыщать любовью все, с чем соприкасается, дарить ее, наслаждаться ею, проявлять ее, думать и говорить о ней. Любовь должна быть вдохом и выдохом, а не только вдохом. Если ты выдыхаешь любовь, она найдет тебя естественным образом. Правило номер 6. Мужчины – это боги. Настоящая женщина видит в мужчине Бога. Если он не производит на вас такое впечатление, значит, вы смотрите глазами критического разума. В его жизни еще не встретилась такая женщина, которая вдохнула бы в него веру в себя. Настоящая женщина не конкурирует с мужчинами и не доказывает им своего совершенства. Она их не переделывает и не воспитывает. Она видит все лучшее, что есть в каждом из них. Настоящая женщина любит, ценит и уважает мужчин вообще, как класс. Такая позиция создает в ее жизни пространство для интересных и достойных мужчин. Правило номер 7. Чтобы очаровывать мужчин, женщина сама должна быть очарована. Если женщина хочет вдохновлять мужчин, она должна сама пребывать в состоянии вдохновения. Если женщина хочет воспламенять их, она сама должна быть маленьким пламенем. Очарованность женщины – это ее влюбленность в жизнь, в свои маленькие тайны, романтичность и загадочность. Неважно, чем женщина очарована. Очарованность создает внутренний свет, который невозможно не почувствовать. Правило номер 8. Рядом с настоящей женщиной всегда есть место подвигу. Женщина возбуждает в мужчине желание проявить себя сильным, не навязывая ему обязанности «ты должен», но мягко приглашая в сказку герой и принцесса.
Она создает иллюзию трогательной беззащитности и ранимости, пробуждая в мужчине желание для совершения поступков, результатом которых будут ее восторженные глаза и восхищение им. Настоящая женщина подготавливает мужчину к совершению поступков постепенно и незаметно, ничего для этого не делая, просто пребывая в образе нежной, хрупкой барышни. Правило номер 9. Настоящая женщина не участвует в феминистических женских клубах. Она не будет делать обобщений типа «да все они». Она знает, что все мужчины разные. Каждая женщина создает свою вселенную, и ее окружают те мужчины, которых она привлекает в свою жизнь. Она не будет раздувать костер межполовой войны и упиваться несовершенством мироздания. Разговаривая с подругом о своем мужчине, она не будет делать акцент на его недостатках, критиковать и обесценивать, выставляя его недостойным. И, наконец, последнее, 10-е правило. Настоящая женщина даже нелицеприятные вещи умеет говорить корректно и доброжелательно. Она говорит их мужчинам так, что это не унижает их, а подталкивает к изменению к лучшему. Это большое женское искусство быть доброжелательной даже тогда, когда надо сказать о недостатках и ошибках. Важно не то, что говорит женщина, а то, как она это говорит. Она говорит, сохраняя чувство собственного достоинства и достоинства того, кому она это говорит. Она знает, что даже критику можно подать так, что это вдохновляет на подвиг. Однако она всегда оставляет мужчине возможность выбора, меняться или нет. Хочу представить вашему вниманию 10 заповедей настоящей женщины от Юлии Свияж, которые, возможно, изменят вашу жизнь и представление о себе. Современный мир культивирует в женщинах стереотипные роли – бизнес-вумен, стерва, блондинка, а между тем каждая представительница слабого пола по своей натуре уникальна и не похожа ни на один шаблон. Первое. Она не гонится за счастьем. Она вообще ни за чем не гонится. Бег за счастьем – самый популярный и самый глупый вид спорта. Мы все куда-то бежим. К светлому будущему, в завтрашний день, в следующий год. Настоящая женщина не занимается этим видом спорта. Она плывет по жизни, всегда находясь в сегодняшнем дне. Пункт номер 2. Настоящая – это самое интересное и важное из того, что занимает ее внимание. Конечно, она имеет планы на будущее, но не откладывает жизнь на завтра. Не ждет, что ее настоящая жизнь начнется, когда она наконец похудеет, когда прискачет принц, когда будут подходящие обстоятельства и так далее. Она живет сейчас. Быть настоящей женщиной – большая привилегия, и она это понимает. Она с трепетом относится к тому факту, что родилась женщиной и видит в этом особую ценность. Она не просто знает себя женщиной на уровне понятия, она чувствует себя таковой. Для нее быть настоящей женщиной – это не испытание, не тяжкий труд и не крест, который надо нести всю жизнь. Это подарок и благословение судьбы. Настоящая женщина культивирует в себе женственность на всех уровнях – внутреннем, ощущение чувства, мысли, и внешнем – тело, одежда, поведение. Она живет в своем темпе. Когда вы живете слишком медленно, у вас нет ощущения, что это жизнь. Когда живете слишком быстро, вы не успеваете почувствовать жизнь. У каждой из нас свой темп существования. Настоящая женщина хорошо знает и чувствует его, и живет в соответствии с ним. Она сама регулирует свои нагрузки и тем самым задает темп окружающим ее обстоятельствам. Она у себя на первом месте. И это не значит, что она эгоистка, черствая, равнодушная или циничная. Просто она знает, что за чрезмерным желанием заниматься другими людьми скрывается страх жить своей собственной жизнью. Настоящей женщине интересна ее жизнь. Она никогда не теряет ощущение ценности своего личного пространства, но при этом способна на поддержку, помощь и участие в жизни других людей. Она не говорит «да», если ее сердце говорит «нет», и всегда слушает себя и доверяет своим чувствам. Ей не нужна зачетка для общественного мнения. Настоящая женщина выбросила зачетку. Пусть другие ставят галочки в графах «замужем», «не замужем», «нормально», «ненормально». Она одна, не одна, как у всех, не как у всех.
Настоящая женщина живет своими ориентирами, сама их придумывает и сама их воплощает. И если они не похожи на стандарты других, это не очень ее и беспокоит. Она разрешает другим людям оценивать себя так, как им того хочется. Знает, что миссия понравиться всем глупа и невыполнима. Настоящая женщина работает над собой, но никогда не делает этого для того, чтобы заслужить чье-то одобрение. Она делает это из любви к себе. Она переросла свою хорошую девочку. Настоящая женщина ушла от своей хорошей девочки, нравится окружающим, вызывать одобрение и похвалу. Это не значит, что ей все равно, как ее оценивают. Просто она никому ничего не доказывает, особенно в ущерб себе. К своим чертам, которые принято называть недостатками, а у кого их нет. Настоящая женщина относится снисходительно, она видит их, но не драматизирует, не прячет их, но и не выставляет на показ. Она не разыгрывает драму, как тяжела моя жизнь. Глядя на нее, не скажешь, что она выживает. Днем и ночью зарабатывает деньги, моет, стирает, убирает, ухаживает за мужем и детьми. Никогда не подумаешь, что она измоталась, делая ремонт или строя дачу. Даже когда у нее действительно большие нагрузки, настоящая женщина находит время, чтобы восстановиться и хорошо выглядеть. Она не будет разыгрывать из себя жертву, потому что знает, обстоятельства сложны не сами по себе, а в силу ее отношения к ним. Одиночество для нее – это подарок. Свои периоды одиночества, если они есть, настоящая женщина ценит и любит. Она не стремится втянуть в свою жизнь случайных знакомых или мужчин, лишь бы не остаться наедине с собой. Быть наедине с собой – это благо, лучшее время для того, чтобы восстановиться, наполнить свою жизнь спокойствием и глубиной. Настоящая женщина интересна сама себе и пользуется одиночеством с наслаждением. Она любит свой возраст. Всегда. Настоящая женщина живет в своем настоящем реальном возрасте, пользуясь всеми его преимуществами. Она не рассказывает себе истории о том, что в этом возрасте что-то уже поздно или еще рано. Это философия оправдания для тех, кто использует годы для прикрытия своих страхов или внутренних запретов. Настоящей женщине можно все и в любом возрасте, а потому у нее нет и не будет сожаления о том, что она чего-то не успела. Это не значит, что она не ухаживает за собой и не стремится выглядеть хорошо. Просто она не молодится и не изображает из себя ту, которой была 20 лет тому назад. Настоящая женщина понимает, что может быть привлекательной, соблазнительной и успешной в любом возрасте. И главное, она знает, что с возрастом становится мудрее и оттого еще прекраснее. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, и знайте, что на канале «Жизнь женщин» вы найдете много полезной информации для себя. Поэтому подписывайтесь и жмите на колокольчик. До новых выпусков. Пока-пока.